поезд заезжает прямо на паром, и на этом берегу нас уже встречает Калабрия. И пойду следом за ней, прям так. Вы только посмотрите, что у нас тут. Мы едем на поезде через паром на другой берег. Ой, здесь такой ветер, я боюсь, что меня унесет. Или меня унесет, или микрофон, или камеру. Кого-то из нас точно унесет. Вот поезда, на которых мы заехали. То есть их погрузили прямо на паром, и мы поплыли. А вот здесь на фоне город Мессина. Сейчас подойду с другой стороны, посмотрю. А вот это Мессина. Мы здесь не были, у нас здесь была только, не пересадка, хотела сказать пересадка, но мы не пересаживались. Ой, меня точно сейчас унесет. Мы сюда просто доехали, потом поезд погрузили на паром, и мы теперь плывем. Здесь, кстати, прикольно, что можно подняться на палубу, там есть куча мест, где можно посидеть. Либо вот так походить и посмотреть, что здесь вокруг. Я, кстати, читала, что это единственная такая переправа в Европе, где поезд заезжает прямо на паром и переезжает через вот этот пролив на пароме. Это происходило, кстати, не быстро. Мы постояли, наверное, минут 15-20 на станции. Я не знаю, по очереди вот эти вагоны грузили или, скорее всего, по очереди. Потому что, наверное, поэтому мы и ждали, пока их все погрузят. Вот. Но это, очень прикольно. Что-то мы куда-то повернули к берегу. В смысле, к Мессинскому берегу, не к тому, к которому плывем. Возможно, он так разворачивается и поплывет потом другой стороной. Море красивое. Нет, все правильно, мы развернулись. Вот теперь мы едем задом к Мессине. Вон корабль на фоне, я его показывала. И вот мы переезжаем вот этот узкий пролив. Относительно узкий. По-моему, он всего лишь 3-километровый. Вот. И на этом берегу нас уже встречает Калабрия. Где? Ого. Полнолуние. В Реджо-ди-Калабрия очень красивая набережная. Я где-то читала, что это самая красивая набережная Европы. Или одна из самых красивых. В общем, здесь, правда, очень здорово. И с этого берега видно Сицилию. То есть вот здесь вот напротив, вот эти огонечки вдалеке, это Сицилия. И она так очень хорошо освещена, эта набережная. Там на баскетбол играют. Дети здесь бегают, фонтаны. Не знаю, как далеко она идет туда, потому что мы уже идем достаточно долго. Мне кажется, мы больше километра уже прошли. Вот. Следующие 4 дня мы провели в Тропее. В Тропее мы в основном наслаждались морем. Несмотря на то, что иногда были пасмурные дни, и в том числе поэтому у нас не получилось взять экскурсию на лодке, нам все равно удалось хорошо провести там время. Да и когда было пасмурно, нам было еще и лучше, потому что мы могли спокойно гулять и не жариться под солнцем. Тропея сама по себе небольшая. Ее в целом можно обойти за пару часов,
а так как мы там были целых 4 дня, мы обошли ее вдоль и поперек, особенно центр города. Ну, в общем-то, в первую очередь этот город славится своими пляжами, как и многие близлежащие города. И пляжи там на самом деле удивительные. Мне кажется, что я такой кристально чистой воды нигде не видела. Ну, нет, на самом деле видела, но, может быть, потому что здесь есть такие смотровые площадки, откуда можно смотреть сверху на эти пляжи и видеть сверху, насколько там чистая прозрачная вода, и при определенном освещении она еще такого голубого или бирюзового цвета. Кажется, что это просто какой-то рай, какой-то райский пляж. Плюс там еще белый песок, и пляж сам по себе песчаный, хотя есть и каменистые пляжи, вернее галечные пляжи, но вот этот пляж, на который мы ходили, он был песчаным, и поэтому мы там получали огромное удовольствие. Готово. Мы приехали в Шилу. Возможно, на русском она называется Сцилла, но, по-моему, Шила. И здесь очень красивый такой атмосферный городок. Очень нам нравится. Так спокойно, так тихо. Моментами есть еще вот такие проходы на море. Прям здорово. Что происходит, когда ты пришел на пляж в 2 часа дня? Дышать просто нечем. Я жду, пока искупается моя подруга, и пойду следом за ней. Прям так. Кепку только сниму. Пляж красивый, конечно. А вот здесь, кстати, вот это Сицилию видно. Вон там. Там Мессина уже. И конечной точкой нашего путешествия стал Рим. От Тропей до Рима мы ехали около 5 часов на поезде, и это был один из самых красивых маршрутов, по которым мне доводилось ездить на поезде. Большую часть из всего этого маршрута мы ехали по побережью, и виды там были просто невероятные. Только когда мы уже подъезжали к Неаполю, поезд ушел чуть глубже, в горы, и тогда мы уже не видели побережья. В Рим мы приехали уже под вечер, заселились в отель и пошли гулять по вечернему городу. Рим прекрасен в любое время суток, но если речь идет о лете, то вечером особенно. Потому что вечером уже не так жарко, и можно наслаждаться городом сполна. Я недавно узнала, что возле площади Венеция есть такой прикольный сад. Ну, они так и называются. Сады дворца Венеция. Это дословно перевод на русский язык. Возможно, они называются немножко по-другому. Но, в общем, здесь очень и очень прикольно. Такое уединенное местечко в центре города. Здесь музей еще есть. Но в музей мы не пойдем. Мы зашли вот только посмотреть на сады.
И, наверное, из-за того, что здесь есть вход в музей, вот этот вход очень легко перепутать со входом в музей. То есть, если ты не знаешь, что здесь что-то еще находится, то ты вряд ли в него зайдешь, потому что тебе будет казаться, что это просто вход в музей, в который ты, возможно, не планировал идти. А здесь есть такое вот еще местечко. Прикольно. Мы приехали в очень удачное воскресенье, первое воскресенье месяца, и вход во многие музеи, во многие места бесплатный. Вот в том числе в... Господи, как это называется? Мозги от жары атрофировались. Забыла. В общем, на площади Венеции. Главное это здание. И сюда можно подняться прямо на самый верх. Сегодня. Бесплатно. Нам дали бесплатные билетики. Отсюда открывается очень классный вид на город. Вообще, если не хочется сюда проходить по билетикам, и если это не первое воскресенье месяца, когда вход сюда бесплатный, можно подняться вот сюда. Отсюда тоже все очень хорошо видно. Тоже открывается красивый обзор на город. И там можно прям вокруг вот так вот обойти это здание и все увидеть. С другой стороны видно Колизей, Римский форум, а вот с этой стороны другую часть города. Красота. А это вид вот на Римский форум и Колизей с этой стороны. Вот эти? Такие высокие. Угу. Кстати, апельсинов уже нету. Или еще нету? Мне кажется, уже, потому что когда я в мае была здесь, они уже все валялись испорченные на земле. О, пирамида. Мне кажется, что вот при таком свете этот замок красивее еще, потому что когда здесь горят фонари, они все... Да, бликует. Да. А так он очень так выделяется.